Всем здорово, Толян на связи. Сегодня у нас опять Opel Zafira. Будем бороться с такой проблемой. Значит, периодически моргает лампочка, машинка с ключиком. Не всегда, но бывает. Естественно, когда она моргает, пропадает тяга, плохо машина не реагирует на газ, нету такого подрыва, так сказать. Значит, что я буду делать? Во-первых, это могут быть, так как вот эти электромодуляторы, электромагнитные клапана, один стоит вот здесь, который идет на заслонку, вихревые заслонки, и на клапан ЕГР, вот сюда, на грушу. А второй стоит, вот там, он на турбину, получается, вот там. Они вроде бы как одинаковые, по номерам, по всему, но у них немножко отличается, у этого голова черная, у того серая. Значит, тот стоял с серой головой вот здесь, я их поменял местами. Очень часто бывает, что это помогает. Помимо этого я не проверял, я уже как бы так делал на других Зафирах, все работает. Боковые номера вот здесь на них есть, вот такие, они прям один в один. Единственное, что здесь в черном носике чуть-чуть толще, так я вместе с вот этими трубками резиновыми, шланжиками, я их поменял местами. И еще что буду делать, это чистить впускной коллектор. Потому что очень часто забивается, и тогда ему воздуха мало, и машина еще и туповатая. Это как бы буду заодно все делать. Буду разбирать, покажу, что там происходит. Я думаю, там будет все забито. А потом выедем и посмотрим результат. Все, я тут предварительно эти болтики открутил, крышечку. Здесь ничего особенно сложного нету такого в разборке. Снимаем эти патрубки, я их и этот открутил, и второй, чтобы не мешал. Так, отсоединяем эту фишку, и чтобы отсоединить, желательно придавить вперед, потом нажать эту кнопочку, вот эту. Самое главное, хорошо вперед придавить, тогда она легко нажмется. И снимаем уже патрубки. Я буду их оба снимать, и второй тоже вот этот. Потому что нам нужно будет еще отключить вот здесь, чтобы не мешало. Чем меньше мешает, тем проще работать, лучше. Так, смотрите, для начала еще откручиваем вот эти болты. Здесь уже, похоже, один сорван, уже стоит шестерка под ключик на 10, здесь ешки. Отключаем вот этот, трубочку эту, вот отсюда. И откручиваем вот эту башку. Потом единственное, что нам нужно будет снять ЕГР, тоже его открутить, и вот эти вот шланжики, желательно заглушить, с них немножко потечет антифриза, совсем чуть-чуть. Но это нужно будет тоже сделать. Сейчас посмотрим, как все получится. Сегодня я
один снимаю, мне как-то не очень удобно. Вована сегодня нету, так что буду показывать какими-то отрывками. Ну, я думаю, тут разберетесь. Для начала вот эти 4 болтика откручиваем, снимаем эту. Сейчас тогда я ее откручу, ну и покажу. Да, здесь уже сорван. А эти под маленькую трещотку нету, это надо среднюю либо большую. Но я беру просто головку на 8 обычную, и она подходит очень хорошо. Если чувствуете, что сильно зажат, то, конечно, берите ешку, чтобы не сорвать грани. Вот здесь вроде бы как и не сильно и грязно, вот, но грязь будет снизу большая. Вот, сюда еще нужны будут прокладки. Вон, видите, там прямо уже видно, что там много грязи. Но сейчас разберем полностью и увидим ЕГР, заодно почистим. Вот такие прокладки. Вот такая прокладка нужна будет под заслонки, под нижний коллектор. И вот такая. Вот, и смотрите только на, это уже как бы на рестайлинговые, потому что они, эти будут одинаковые. Вот, это там с 90 какого-то года по 2003. У них ЕГР механический, вот это будет одинаковое. Вот эти будут разные прокладки. Вот, у них отличается немножко смещение центральной дырки и вот здесь. Вот получается вот это ушко, ну, до рестайлинговых нет у кого стоит грибок такой ЕГР механический. Вот. Уже который с электронным ЕГРом, уже нам нужна такая прокладка. Ну и сюда тоже прокладка, но она еще доедет. Вот такая вот прокладка нужна. Вот. И будет резиновое колечко под ЕГР, оно тоненькое. А, вот видите, почему тут уже болт стоит. Тут уже сломано. Вот. Уголок сломан. Вот. Ну, резьба еще там есть, как бы. Ну, да ладно, сейчас тогда будем разбирать дальше. Отключаем эту трубочку тоже. С этого баллончика аккуратно, потому что они прилипли очень сильно. Все. Потом сейчас снимаем обратки. Вот, сразу приготовьтесь вот эти тройнички, чтобы были у вас на обратке. Потому что если стоят родные еще тем более, то они точно полопаются, они пересыхают, и вы не поснимаете обратки. Вот. Снимаем обратки с форсунок, откручиваем трубки, откручиваем ЕГР. Вот еще смотрите такой лайфхак. Самые обыкновенные пассатижи, да, вот, которые, я не знаю, там, может, 80-х годов. Значит, что я сделал? Вот такие вот губки подрезал болгаркой. Видите, ямки такие сделал. Вот здесь. Они у меня уже 10 лет, эти плоскогубцы. Вот, и очень удобно, вот, хомуты, вот так, ну, которые разжимные эти, ну, так сказать, заводские, вот. И любой хомут, любого размера, они подходят. Вот. Второе, что еще, еще что я делаю, они удобные, так как они широкие, шланги прилипают. Я ими захватываюсь посередине, вот так, немножко придавливаю и поворачиваю шланг. И все, потом он уже начал вращаться, и легко он
потом сойдет. Вот. И не порвешь, и нормально все. Вот я беру, снимаю шланги и засовываю туда вот болтик М10. И все. Вот видите, немножко льется антифриз. Но я вот так засунул его. Чистый болт. Ну вот и все. И теперь он уже больше не потечет. И вот так немножко их раздвигаем, чтобы они не мешали. И все. Вот еще смотрите такой лайфхак. Самые обыкновенные пассатижи, да, вот, которые, я не знаю, там, может, 80-х годов. Значит, что я сделал? Вот такие вот губки подрезал болгаркой. Видите, ямки такие сделал. Вот здесь. Они у меня уже 10 лет, эти плоскогубцы. Вот. И очень удобно, вот хомуты вот так. Ну, которые разжимные эти. Ну, так сказать, заводские. Вот. И любой хомут, любого размера, они подходят. Вот. Второе, что еще... Ой, еще что я делаю. Они удобные, так как они широкие. Шланги прилипают. Я ими захватываюсь посередине, вот так. Немножко придавливаю и поворачиваю шланг. И все, потом он уже начал вращаться, и легко он потом сойдет. Вот. И не порвешь, и нормально все. В ГР есть тоже такая же фишка, как и на расходомере, как и вот на этом датчике давления надува. Вот тоже ее также прижимаем, и немножко неудобно, потому что фильтр близко. Вот. Ну, я отключил. Вот. Либо можно снять ЕГР, а потом чуть-чуть приподнять и отключить. Все, потом берем длинную головку на 8 и откручиваем вот эти болтики. Я их уже сорвал. Все, их два болтика, и потихоньку достаем клапан. Все. Вот смотрите, здесь есть резиновое колечко, вот тоненькое, которое желательно тоже поменять, здесь вычистить все. О, капает антифриз. Вот. Ну и его, конечно же, помыть, сам клапан, шток почистить. Ну все, теперь дальше, я говорю, снимаем обратку аккуратно. Вот, все трубочки. Она здесь свежая стоит, менять, может быть, не придется. Ну, посмотрим, если порвется, то, конечно же, поменяем. Вот, значит, снимаем обратки, откручиваем эти трубочки, трубки на подачу, на форсунки. Немножечко их отгибаем сюда и откручиваем вот эти все болты. Вот эти вот. Вот я беру, снимаю шланги и засовываю туда вот болтик М10. И все. Вот видите, немножко льется антифриз. Но я вот так засунул его. Чистый болт. Ну вот и все. И теперь он уже больше не потечет. И вот так немножко их раздвигаем, чтобы они не мешали. И все.
Все, Толян опять на связи, не дают работать, не ходят, то почитать там кому-то что-то, то еще что-то. Вопросов миллион. Так, значит, смотрите. Обратки у меня получилось достать аккуратно, не повредил. Вот даже вот так. Вот, и я их сюда так положу. Вот, трубки, чтобы не гнуть, я их все-таки попытался открутить. Так что по возможности лучше открутите, потому что ну, их выгибаешь, потом назад нормально не согнешь, они все время натянуты, как пружина. Вот. Значит, трубочки открутил. И эту крышку тоже открутил. Вот она на направляющих. Сейчас будем пробовать ее снимать. Блин, одной рукой неудобно. О! Вот. Ну, в принципе-то обычно вот это все, вся полость, она вся забита. А здесь еще не так и страшно. Вот все это у меня здесь лежит. Это все мыть надо будет. Вот и здесь, ну, не сильно, так сказать. Вот здесь это медные гаечки под ключик на 10. Тоже снимать эту площадку надо. А вот здесь сейчас тяга, которая таскает эти вихревые заслонки. Видите, они вращаются. Вот. Я проверял вакуумометром. Грибки эти все рабочие. Вот. Ну, раз уже так, это уже даже и хорошо. Сейчас сниму постель, посмотрю еще туда вовнутрь. Ну, нет, там даже все чисто. Ну, там, ладно, сейчас сниму, покажу. Там более-менее все чисто, так что помыть, чтобы ходили хорошо заслоночки, и все будет нормально. Сейчас откручу ее. Сейчас покажу. Вот видите, это гаечки. Медные гаечки. Прокладочку снимем. Сейчас покажу еще прокладка. Доехала еще вот это. Вот такая. Вот, но кольцо еще не приехало. Так что вот так. Ну, это вот эта вот прокладка. Вот она. Все, сейчас колечко еще приедет, пока помою. Все остальное. Все. Буду собирать потом. Зажатая не сильно, откручиваю сначала большой трещоткой, а потом буду маленькой откручивать. Можно и сразу большой. Но видите, сколько гадости. Ну, я же говорю, это вообще не сильно. Но все равно оно нагревается, начинает гореть. И тогда и дымит машина. Хотя у машины пробег 200, по-моему, 260 тысяч. Нужно стараться, чтобы туда меньше падало. Когда сильно много,
Я тогда чищу, ну, проворачиваю двигатель, чтобы клапана закрывались. Там внутри чищу и пылесосом высасываю. Вот видите, еще не сказать, что она грязная. Это еще и нормально. Да, вот в двух первых цилиндрах там многовато почему-то. Вот это прокладка. Чуть-чуть насыпалось песка, потому что вот здесь собирается. Но сейчас будем потихоньку все это выдувать. Так, смотрите. Блин, как это показать? Ну вот, в этом цилиндре немножко окна забиты. А вот здесь вот чистые. Прям чистейшие. Вот, там если помыть, они даже блестеть будут. А вот эти очень забит. Второй цилиндр и первый. Первый не очень, а второй даже сильно. Вот, буду, значит, тогда вычищать, проворачивать и пылесосить. Все. Ну а это все остальное. Тазик. И буду мыть, заливать и вручную потихоньку буду вымывать. Ну как-то так вот отверткой ковыряю, там вычищаю. И оттуда много вылазит. Вот видите, сколько горка целая. Вот. И вот два цилиндра. А эти два, они чистые. Вот. Они-то чистые, но они мокроватые. Вот. А мокрые это тоже не совсем хорошо. Должны быть сухие. Вот. Так что может уже колечки немного. В принципе, пробег-то небольшой, но возраст. Машина 2004 года. Много лезет оттуда. Потом это все продувать надо. И стараться, чтобы меньше в цилиндры попало. Ну, короче, вот так вот чистим. Вот. А это положил не кисточкой. Конечно, до идеала я не вымою. Это надо, если какими-то щетками. Ну, буду стараться, чтобы получше. Чтобы вот края заслонок были вообще чистые. Вот здесь гнезда, чтобы они закрывались плотно. Вот, видите. Надо это все более-менее постараться вымыть. Как-то так. Ох, так, смотрите. Прям идеалы не получается. Но они все равно стали уже чистые. Вот. Где-то там на стенках, конечно, есть еще, но там уже не куски прям висят, а нормально.
Я немножко так брызгал, ну, очистителем, вот, ну, вот этим, ну, очиститель тормозов. Но только нужно очень хорошо выдувать, потому что если много там останется, будет, конечно, потом взрыв, детонация очень сильная. Ну вот по заслонкам вот так вот получается. Вот. Тру, конечно, я уже пару часов. Ну, тот, кто будет, я думаю, это делать, поймет меня. Вот. Даже вот так это очень хорошо. Так что, чем вы лучше вымоете, тем дольше будет оно чистое. Так, ладно, буду тогда домывать. Вот, собирать, наверное, я уже, когда буду, ну, не буду показывать, в принципе, все в обратном порядке. Собирать. Ну, а потом уже расскажу результат. Я думаю, будет все нормально. Я же говорю, делаю я это уже не первый раз. И это нужно делать. Вот, сразу же и машине легче станет, и расход уменьшится. Ладно, все, буду тогда все домывать, дочищать и пробовать собирать все до кучки. И потом уже буду рассказывать и показывать. Ну, у меня появился оператор. Вован приехал. Так сейчас хоть можно уже. А то одному неудобно мне. Вот, значит, все я это дело уже собрал, коллектора поставил. Сейчас прикручиваю трубочки. Вот, те гаечки медные закручивал. Ну и, короче, по-честному я закручивал не динамометрическим ключом. Но обычно такая гайка, восьмерка там закручивается где-то приблизительно, если в ньютонах, 40 ньютонов. Это где-то около 4 килограмм, если в килограммах. Вот. А эти болтики верхние на коллекторе, ну вот эти вот все шестерки, ну обычно где-то 0,8 до килограмма. Вот. Ну я их кручу просто всю жизнь, так я уже, блин. Не, понятно, когда мотор собираю, то я, где точно нужно, прям точно-точно, то, конечно, я закручиваю ключом. А здесь уже... Короче, тот, кто дружит, блин, с ключами, тот закрутит. Все, выехали мы уже, кружок такой проехали, хороший. Вот. Уже, короче, она должна была уже моргать, это машинка с ключиком. Вот, все нормально. Ничего не моргает. Единственное, ESP горит, там левый подшипник, лопнуло кольцо, ну, ржавчина немножко начала появляться. И вот по левому подшипнику. И то он тоже не сразу загорается через время. Но это тоже потом со временем будем делать. Вот. Еще выехали, он просил послушать вибрацию. Вот, так что вибрация по правой стороне. Это тоже как бы есть у них такое очень длинная полуось. На 2.2 двигателе там стоит полуось с подвесным подшипником. А здесь стоит длинная, тонкая, как на бензиновых на 1.8. Вот, так что тоже потом заснимем. Но вот если сейчас ехать где-то 70-80, вибрация чувствуется. Я сижу вот на пассажирском сиденье, мне аж ноги трясутся. Вот. Выше скорость, ее нету, ниже ее тоже нету. Ну а так вот едем, все хорошо, не моргает уже, машинка эта с ключиком. Так что чистите коллектора. Машина пошла вообще очень хорошо. Например, после полицейского надо было включать всегда первую передачу, потому что такое ощущение, как она, ну, тупила, не ехала. Сейчас она прям
аж хочет ехать. Вот. И надо было всегда после полицейского первую передачу включать, а сейчас со второй даже не дергается. Очень хорошо едет. Так что за это расстояние, которое мы проехали, она ни разу еще не моргнула, не загорелась, эта машинка с ключиком. Вот, так что... Короче, все получилось, как всегда, удачно. Это очень хорошо, это радует, что все получается. Работа сделана не зря. Ну и как всегда, всем пока. Ставим лайки. Подписывайся на канал.